Привет, Волгу! Сегодня наше 11 занятие. Оно будет посвящено разработке интернет-магазина. Всем базовым концепциям, которые лежат в основе работы интернет-магазина, модулям, компонентам, каким-то особым инструментам, которые есть в Bittrex для разработки магазина. Поехали. Значит, что отличает интернет-магазин вообще, безотносительно к Bittrex, от любого другого? Ну, наверное, то, что там можно заплатить и что-то в обмен на это получить. То есть довольно абстрактное понятие, под него попадают, ну, например, и сайты объявлений. Вы можете заплатить деньги, и ваше объявление закрепится в поиске, его будут видеть все. И, как ни странно, если бы такой сайт делали на Битриксе, как раз не использовали бы редакцию магазинную. То есть вот этот признак, что нужно что-то оплачивать, он такой самый краеугольный. Как только нужно что-то оплачивать, все, можно сказать, что это интернет-магазин. Неважно где и как, может быть это браузерная игра, в которой можно что-то купить, это уже в какой-то степени интернет-магазин. Так вот, чтобы в Битриксе появилась возможность заплатить, например, за товары, которые лежат в корзине, и оформить на них доставку, вам понадобится одна из трех редакций. Малый бизнес, бизнес или enterprise. До сих пор все, что мы с вами делали, укладывалось в рамки двух редакций младших, так называемых. Это старт и стандарт, которые предназначены для разработки просто сайтов, не интернет-магазинов, новостных порталов, внутрикорпоративных сайтов. Эти старшие редакции, интернет-магазинные, немного отличаются. Каждый из них стоит дороже, чем предыдущий, и может чуть-чуть больше, чем предыдущие. Например, в малом бизнесе у вас может быть только один склад. А если вам нужно создать второй, то нужно докупать лицензию уже до бизнеса, расширять ее. Отличие этих, но что объединяет эти магазинные редакции? Там есть три важных модуля. Вот эти триада этих модулей и создает на самом деле весь интернет-магазин. Что интересно, не один модуль. И что еще интереснее, есть модуль, который так и называется интернет-магазин, но его одного, конечно же, недостаточно, чтобы сделать сайт типа интернет-магазин. Самый первый, самый важный компонент, господи, не каталог, не компонент, самый важный модуль – это торговый каталог. Под него так и пишется каталог. Когда этот модуль, он есть во всех трех редакциях магазинных, когда он добавляется на сайт, там появляются такие концепции, как каталог, товар, SKU, цена, цена бывает простая, расширенная, склад, наценки, остатки, наборы и комплекты. Ну и еще несколько более мелких понятий, до них не будем сегодня доходить. Появятся компоненты каталожные, все, которые начинаются со слова каталог. На самом деле они доступны и с модулем инфоблоки, но, скажем так, если есть модуль каталога, то некоторые возможности этих компонентов дополнительно и разблокируются. Они научатся, например, работать с ценами и добавлять товары в корзину, чего нельзя сделать со стандартным инфоблоком в редакции старт или стандарт. Также появится интеграция с 1С. Это очень популярная задача, о ней мы поговорим в конце этого доклада. Второй важный модуль, без которого невозможен интернет-магазин, это валюта. Мы только что говорили, что в торговом каталоге есть цены. Цены связаны с валютами. Сами понимаете, нельзя создать товар, сказав, что он стоит 100, и не сказать 100 чего. Рублей, евро, долларов. Вот модуль валюты, вот маленький, но очень полезный. Как раз эти валюты приходят из модуля валют. Он же умеет обновлять курсы валют, если где-то нужен автоматический пересчет. И третий важный модуль, но третий не по важности, конечно же, это одноименный модуль с интернет-магазин, Sale. Собственно, обычно, когда говорят про интернет-магазин, имеют в виду вот эту тройку. Интернет-магазин, торговый каталог и валюты. Он на себя берет интернет-магазин. Спросите вы, ведь уже есть каталог
котором вроде есть цены, вроде есть каталог, товары, что еще нужно? Ну, собственно, самое важное нужно. Это корзины, заказы, доставки, оплаты, различные скидки и база местоположений там, стран России и СНГ. Когда устанавливается модуль интернет-магазина, появляются компоненты, которые реализуют вот эти концепты. Малая корзина, корзина, оформление заказа, список оформленных заказов, личный кабинет покупателя, в котором можно отменить какой-нибудь заказ. И опять же здесь присутствует интеграция с 1С. Давайте сегодня поговорим исключительно о торговом каталоге. Это хронологически первый модуль, с которым надо познакомиться в начале работы над интернет-магазином. Основные сущности. Я на этом слайде выписал то же самое, что было написано парой слайдов тому назад. Модуль каталог отвечает за сущность каталог, за товары разных видов, в том числе и с SKU, отвечает за цены и остатки. Также модуль берет на себя расширенное управление ценами, склады и складской учет, наценки, наборы, комплекты. Из основного все. Сегодня мы поговорим про первые 4 сущности. Каталоги, товары, простые цены и остатки. И начинаем с каталога. Такая у нас смотрешка получается. Мы говорим про интернет-магазины на Битриксе, которые в себя включают 3 модуля, один из которых называется каталог. Торговый каталог. И внутри модуля торговый каталог есть сущность под названием каталог. Вот сейчас мы говорим про сущность каталог. Что это вообще такое? На самом деле каталог – это инфоблок. После установки модуля торгового каталога в настройках инфоблоков появляется галочка «Сделать этот инфоблок торговым», превратить его в каталог. Как только вы ставите эту галочку, все элементы этого инфоблока превращаются в товары. То есть они не перестают быть элементами инфоблока, как и сам инфоблок не перестает быть инфоблоком после превращения в каталог. Просто происходит расширение. Теперь это не просто элемент, теперь это еще и товар. Любой товар является элементом инфоблока. Это абсолютная истина. Но не любой элемент любого инфоблока является товаром. Вот на скриншоте вы можете видеть ту самую галочку, которая выполняет это волшебное превращение. Называется «Является торговым каталогом». После того, превращение совершено, то есть с самим инфоблоком на самом деле ничего кардинального после этого не происходит. Просто появилась галочка. То есть вы ее поставили, нажали «Сохранить», ничего не поменяется. У вас все вкладки как были, так и останутся. Просто теперь у нас будет эта галочка стоять сразу. А вот с товарами изменения будет. Давайте сейчас, прежде чем переходить к интерфейсу, поговорим немного о смысле. Что такое товар? Что в это понятие вкладывается Bittrex? На самом деле товар – это составное понятие. Товар – это сумма понятий простой товар, товар с предложениями, набор и комплект. И предложение тоже. Начнем с самого простого для понимания. Что такое простой товар с точки зрения Bittrex? Это некий конкретный вещественный объект, может быть услуга, конкретный подъем на один этаж, например. Конкретная услуга, не сказано, конечно, в каком доме, на какой этаж, но и когда вы покупаете молоток в интернет-магазине, вы тоже не говорите, мне нужен молоток, совместимый с моим домом. Нет, просто есть молоток, и просто есть подъем на один этаж. Так вот, простой товар – это конкретный, достаточно уникальный товар. Например, конкретная книга от конкретного издателя в магазине. У нее есть цена 100 рублей, их на складе 10 штук, и любая из них продается по этой цене. Простой товар в админке выглядит следующим образом. Появляется вкладка под названием «Торговый каталог» в элементе инфоблока. И внутри этой вкладки есть еще вкладки. Там есть самое интересное – это цены. Вот эти цены
То есть обязательно для того, чтобы товар можно было купить, это задание цены. Ну, тут бытовая смекалка подсказывает. Нельзя купить то, у чего нет цены. В Битриксе, по крайней мере, нельзя. Об остальных вкладках мы поговорим чуть позже, потому что они пересекаются с планом нашей лекции. То есть, еще раз, простой товар – это конкретный товар, который можно купить за конкретную цену. И нам известно, сколько его на складе, без каких-то там вариантов. Его либо 5, либо 6, либо 3,5 килограмма, если это гвозди на развес. А вот есть такое понятие, как предложение или товарные предложения, торговые предложения, или они же SKU. А что это такое? Представьте себе, что в интернет-магазине продаются майки, ну, футболки, вернее. Футболки 5 разных цветов, 5 разных размеров с каким-нибудь изображением. Постеры с фильма с каким-нибудь киногероем. Вот с одной стороны мы понимаем, что это один товар, футболка, у которого разные, вроде как просто параметры настраиваемые. Ну вот хочу я футболку не L, а XL. Просто на странице интернет-магазина переключаем Excel. Что на самом деле происходит? На самом деле, если у какого-то вот товара 5 размеров и 5 цветов, ну и нет никаких взаимоисключающих понятий, допустим, у вас все цвета есть всех размеров, тогда у вас получается 25 тех самых SKU, торговых предложений. Или их еще называют иногда цветоразмерные вариации. Ну вот в прямом смысле слова как раз цветоразмерные вариации, потому что тут цвет и размер различаются. У каждого из этих SKU, из этих предложений, свой остаток, им даже может быть своя цена. Ну, допустим, майки большего размера стоят больше. Или какой-то цвет непопулярный сейчас распродается, и на него цена снижена. Вот эта ситуация, согласитесь, уже не попадает под определение простого товара. Это получается, что футболка как таковая – это некая абстракция. Что нет вообще на свете, честно говоря, нет футболки 5 размеров и 5 цветов. Это такой, скажем так, это ящик, на котором написано футболка, артикул такой-то, а в этом ящике уже лежат вот эти 25 разных вариантов футбола. Соответственно, как я уже сказал, именно эти цветоразмерные вариации, эти варианты называются SKU, Stock Keeping Unit, официальный термин, который переводится складская учетная единица. И это не изобретение Битрикса, это понятие было задолго до и используется в некоторых других системах в том числе. Торговые предложения могут быть связаны только с одним базовым товаром, отношения между ними один ко многим, то есть предложения относятся только к одному товару, но у одного простого, вернее, основного товара может быть множество вот этих цветоразмерных вариаций. И еще раз я подчеркну, что в этом случае основной товар – это абстракция, его не существует. Как абстрактный класс, от него нельзя создать элемент. Также и здесь не существует вот этой вот футболки с 5 размерами и 5 цветами. Это просто собирательное название для вот этих 25 разных вариантов. И минутка технических подробностей. SKU – это отдельный инфоблок. Соответственно, элементы этого отдельного инфоблока связаны с элементами основного каталога через свойство CML2 link. Оно создается автоматически, когда вы инфоблок превращаете в каталог для SKU. Как такое превращение происходит? А вот так. Когда вы создаете какой-то инфоблок как каталог, ну, допустим, мы вернулись на пару слайдов назад, когда мы превращали один инфоблок в каталог. И вот теперь надо обратить внимание на нижние настройки около блока торговые предложения. Там есть галочка «Инфоблок имеет торговые предложения». Если вы ее устанавливаете, вы должны сказать для текущего каталога, какой инфоблок хранит SKU. Оба этих инфоблока будут торговыми каталогами, но между ними будет такая связь подчинения. Основной каталог – это товары, у которых может быть и есть SKU, а может быть нет. Может быть это такой товар, простой совсем.
А второй инфоблок торговых предложений, он исключительно содержит SKU, подчиненные, которые все связаны с каким-нибудь основным товаром из первого инфоблока. В админке после превращения инфоблока в каталог появляется в списке вариант столбца тип товара. И там как раз возможны те варианты, о которых я говорил. Простой товар, предложение, товар с предложениями, набор и что там еще было, комплект. Да. Про наборы комплекта мы сегодня говорить не будем, только так по верхам пройдем. Если вы создаете товар с предложениями, вы не можете, по умолчанию в Bittrex, по крайней мере, это можно поменять, но по умолчанию вы не можете задать для него цену и наличие. Потому что, как мы уже сказали, такого товара не существует. Как можно задать для него цену, если 25 цветов и размеров, одни стоят 1000, другие 2, третьи 3. Какую цену вы напишете для товара? Минимальную, но ведь есть и дороже. Максимальную, но ведь есть и дешевле. Среднюю, так средней вообще может не быть. В общем, поэтому Bittrex от этих вопросов ушел, и если вы превращаете товар в товар с предложениями, у вас нет цены и нет остатка. Но остаток-то на самом деле можно было бы посчитать как сумму, а вот с ценой так, конечно, нельзя сделать. На скриншоте вы видите вкладку «Торговые предложения», которая появляется у товара, если вы пытаетесь если там создано хоть одно торговое предложение. В любой момент к простому товару можно добавить SKU, и он превращается в товар с предложениями, и вы уже не можете управлять его собственной ценой и остатком. Удалите все торговые предложения, и он снова станет простым товаром. Вот следующим образом в Bittrex, в стандартном интернет-магазине тиражном, выглядит товар с SKU. У нас есть фотографии, и они могут идти из основного товара, а могут из SKU, зависит от ситуации. В данном случае из основного идут. И пользователю доступно управление вот этими отличающимися параметрами для SKU. У нас SKU в данном случае 5, у всех одинаковый цвет, но разный размер. Вот в скриншоте предыдущем видно. У всех размер одежды от XS до XL. У всех одинаковая цена. Еще есть свойство цвет. И Bittrex, посмотрев на то, каких 5 SKU существует и чем они все отличаются, вот такой вот маленький калькулятор, что ли, давайте его назовем, или фильтр по SKU предлагает. Очень на самом деле интересно работает вот этот блок, когда у нас не все цвета не со всеми размерами присутствуют. Допустим, у нас XL только красные остались. Тогда вы просто не сможете здесь выбрать. Как только вы будете выбирать красный, XL будет неактивен. Как только вы выбираете XL, становится неактивен красный. Ну, что такое? Довольно умное поведение. Компонент не дает загнать себя в тупик. А если он не дает загнать себя в тупик, пользователь не будет задавать глупых вопросов. То тоже хорошо. Bittrex поддерживает разные цены для разных SKU. И здесь на стандартной странице можно задать количество для покупки. Bittrex может и это тоже отследить. Допустим, 100 купить красных Excel маек. Нет, красный Excel мы уже договорились, что отсутствует. Желтых Excel маек можно 100, а вот синих только 2. Только 2, потому что, синих. Да, то есть на самом деле вот на странице товара в данном случае мы видим не конкретный один товар, которого не существует, я еще раз напоминаю, есть инфоблок, в инфоблоке есть элемент с названием «Спортивный костюм огонь в ночи», но его как такового нельзя купить. Можно купить только один из 5 торговых предложений. Для каждого торгового предложения своя цена, свой остаток, могут быть даже свои фотографии. Итого, самое важное. Каталог– это инфоблок. Товар– это элемент инфоблока каталога. Каталог SKU– это тоже инфоблок, подчиненный, связанный с тем первым инфоблоком, каталогом. И SKU– это элемент второго инфоблока SKU-шного, связанный с основным товаром, отношением один ко многим. Также есть, на этой схеме нет, проговорю, есть товар с предложениями и простой товар. Простой товар– это
Это исключительно один элемент первого инфоблока, это просто товар. А товар с предложениями это основной плюс все связанные с ним SKU. Надеюсь, эта тема понятна. Вопрос не очевидный, но у вас уже за плечами 10 лекций по Битриксу, вы, наверное, и не с таким сталкивались. Особенно если делали гаджеты, мастера и веб-формы, то это, наверное, будет даже просто для понимания. Простые цены. Что такое простая цена? Простая цена – это та, которая назначается за одну единицу товара, сколько бы мы их ни покупали. Если мы хотим купить миллион, а цена на товар 10, ну, значит, мы заплатим 10 миллионов, потому что цена простая. Существует расширенное управление ценами, когда мы говорим, что товар стоит 100 рублей просто так, если покупать, а если покупать от 100 штук, то цена должна быть на 5% ниже. Если покупать 1000 штук, еще ниже. Вот это называется расширенное управление. Оно в Битриксе есть, но сегодня мы его не рассматриваем, только упоминаем. Чтобы товар можно было купить, у него должна быть цена. Чтобы цену создать, нужно сначала создать тип цены. Это как чтобы создать элемент, нужен инфоблок. Так и здесь. Чтобы создать цену, нужно сначала создать тип цены. Причем тип цены по умолчанию в Битриксе все-таки создается. Он называется базовый, и у него стоит галочка базовый. Что это за галочка такая? Сколько бы свойств, сколько бы типов цен в Битриксе не было, один из этих типов цен должен быть базовым. То есть это та цена, которая по умолчанию везде участвует. Причем она, в принципе, может быть, наверное, даже и не заполнена иногда. Главное, чтобы какие-нибудь другие были. В простых интернет-магазинах, в принципе, только один тип цен, это как раз он базовый. Он у всех товаров заполнен, и товар покупается именно по этой цене. Но в более интересных случаях возможно, что у нас на сайте работают оптовые покупатели, которым всегда цена пониже. Может быть, у нас действует какая-нибудь удивительная акция, по которой действуют секретные цены. Может быть, пользователь промокод знает, благодаря которому ему цену делаем ниже. В общем, для как раз таких случаев и есть дополнительные типы цен. У каждой цены может быть свое название на русском, на английском, но может быть на свете только одна базовая цена. Есть прям галочка, которая называется «является базовой ценой». Когда вы эту галочку ставите еще где-то, в старом месте она снимается. Она возможна только в одном месте. Типы цен выглядят вот так в панели управления сайтом. Это тиражный интернет-магазин. По умолчанию тут уже есть базовая цена. И для этой базовой цены настроены следующие права. Могут видеть вообще все. И могут покупать товар с этой ценой тоже вообще все. Не знаю, зачем тут выбраны админы, потому что админы входят в понятие «все пользователи». Но там это настройте разработчиков. Как я уже сказал, а если у вас нужно какую-то особую цену для оптовика подставить, то вы создаете новый тип цены, вы выбираете там определенную группу пользователей, говорите, что вот это оптовики, им можно покупать, другим нельзя. И видеть тоже. Bittrex, если у товара доступно несколько цен разных типов, выбирает наименьшую не нулевую цену. Если у нас есть нулевая цена 100 рублей и 90 для оптовика, он выберет 90. Не 100 и не 0. Но почему не 0, понятно. А почему наименьшую, тоже, в принципе, если посидеть, порассуждать, а как еще? Если я, будучи каким-то определенным пользователем, могу покупать по более низкой цене, то по более низкой цене и будет честно этому человеку этот товар продавать. После того, как вы создаете новый тип цены, он тоже появляется в карточке, как и базовая. Базовая, причем она, видите, встроена в карточку, так затерялась, как будто бы это обычное свойство. Вот он, закупочная цена. Закупочная цена – это такое чисто справочное свойство, не является, по этой цене нельзя купить. Это просто для справки, чтобы вы знали, сколько товар стоил нам, потом в аналитике, в отчетах как-то использовать. И есть вот она, базовая цена, тип цены, розничная цена. В общем, слишком много слова «цена» я сказал за последние 10 минут, а в этой строчке оно даже три раза написано. Дополнительные цены.
появляется вот в такой табличке, где написано тип, ну, на самом деле это название, с которым мы создавали, сумма и валюта. Вот та самая валюта, о которой мы говорили из модуля валют. Второе, вернее уже получается не второе, третье важное понятие для интернет-магазина – это остатки. Остаток или доступное количество товара – это непосредственно то количество, которое можно передать покупателю после оплаты. Допустим, вот пример про те же книги. У нас на складе 10 книг, значит, можно сказать, что остаток – это 10. Если цен может быть много разных, то остаток он всегда один. Вот. Потом этот остаток может быть по-разному распределен, но в конечном итоге у нас просто 10 книг. И тут, как ни считай, 11 их не получится. Их может быть 5 на одном складе, 5 на другом, но в сумме их все равно 10. И как Bittrex работает с остатками? У него есть два режима учета. Складской, о котором мы сегодня не будем говорить, и о складах тоже, и количественный учет. Количественный учет означает, что Bittrex, во-первых, смотрит на то, сколько товара действительно есть в наличии. Во-вторых, он уменьшает это количество, когда товар приобретен. И в-третьих, он не дает этот товар купить, если количество уже опустилось до 0, а то и ниже. Этот количественный учет можно отключить, если у вас такое производство, что вы можете любое количество товара предоставить. Допустим, гвозди продаете поштучно. Там глупо считать гвозди в штуках. Наверное, лучше хотя бы в килограммах. Да и в килограммах, сколько бы у вас ни заказали, всегда можно произвести. Завод всегда может сделать еще гвоздей. Доступное количество товара выводится на второй вкладке внутри торгового каталога, который называется параметры. Обратите внимание, что тут есть поле, которое так и называется, доступное количество. Интересное понятие единицы измерения, оно никакого особого влияния на работу интернет-магазина не оказывает, оно просто отображает пользователю, за что именно он платит. Вот как мы сейчас с гвоздями с вами говорили. Гвозди, наверное, по штуках продавать нельзя. Можно сказать, что единица измерения гвоздей – это килограмм. Или пачки по 100 штук. Ну, тогда скорее сам товар бы назывался. Пачка гвоздей 20 штук. И тогда тут была бы вот эта универсальная штука. Вот этот самый количественный учет, о котором я сказал, настраивается на двух уровнях. Глобально для всего каталога и для каждого товара в отдельности еще можно его задать. Глобально вы можете выбрать, собственно, только два варианта. Либо глобально «да, включаем», либо «нет, не включаем». А внутри каждого товара вы можете выбрать вариант «да». То есть, несмотря ни на что, несмотря на то, как там в модуле обязательно включать учет для этого товара. И второй вариант, несмотря ни на что, выключать количественный учет. И вариант третий, наследовать значение от модуля. Это примерно как с кэшированием. Если вы у компонента ставите автокэширование, то он идет в настройки модуля главного и там смотрит, включено кэширование или нет. Соответственно, если вы выбираете в компоненте не кэшировать, то при любых настройках он не кэшируется. Если выбираете кэшировать, то при любых кэшируется. Вот тут на самом деле ровно та же самая ситуация. Либо жестко у товара да, либо жестко у товара нет, либо, я не знаю, сходи в модуль посмотри. Это что касается количественного учета. После того, как, по хронологии, если вы делаете интернет-магазин, если вы разработали структуру данных, то есть вы создали место, куда можно загрузить товары с картинками, создавать SKU, указать количество, указать остаток. А что дальше? В веб-разработке есть, и здравая логика это тоже подсказывает, не надо там быть экспертом по интернет-магазинам. Есть три способа наполнить каталог товарами. Это полностью вручную пойти в админке все создавать. Это полуавтоматически. Допустим, у вас есть прайс-лист в формате CSV или Excel, которую можно сохранить как CSV.
Ну вот это очень хороший вариант на самом деле. У Bittrex есть хороший импортер из CSV. Вам нужно только его, возможно, чуть-чуть а, поддоработать, добавить пару столбцов обязательных, которые вычисляются на основе имеющихся данных, так что проблемы нет, и импортировать его сразу в Bittrex без каких-то заморочек. И есть еще один полностью автоматический вариант, ну как автоматический, а, владельцу бизнеса почти ничего не надо делать. Делать надо разработчикам и разработчикам со стороны 1С, допустим. Самая популярная система учета в России – это 1С. Это как раз автоматическая интеграция вот с этой учетной системы по расписанию или в режиме реального времени. Если вы сторонник ручного наполнения, если товаров немного и они не меняются постоянно, то почему бы на самом деле и нет? Зачем пушкой стрелять по воробьям, зачем настраивать обмен с 1С, если у нас 3 товара? Какой-нибудь выходим на рынок с новым продуктом, у которого есть 3 редакции, ну, 1С тут, конечно, не нужна. Даже импорт из CSV тут будет слишком крупный, быстрее пойти и создать эти 3 несчастных элементика. Если же вам нужно импортировать из CSV, то вот на скриншоте вот так выглядит страница импорта. Вы можете однократно импортировать данные из CSV. Вы можете настроить правила, поставить на крон, например, или на агент. Нередко встречается такая схема. Некая учетная система формирует прайс-лист в формате CSV или XML, может быть, ну, чаще CSV лучше. Отгружает его по FTP на сервер, где хранится сайт, и сайт в определенное время этот CSV затягивает. Хорошая, в принципе, схема, если нет ничего лучше. По крайней мере, рабочая. И есть третий способ наполнять инфоблок данными. Это большой, страшный, сложный обмен с 1С. Причем, вроде как он есть по умолчанию. И в 1С есть модуль для обмена с Bittrex, и в Bittrex по умолчанию есть обмен с 1С. Но, как правило, если и там нажать кнопочки и сделать все автоматически, оно будет выглядеть несколько странно. Все равно нужно погружаться, все равно нужно донастраивать. На скриншоте вы видите схему, как проходит обмен товарами между сайтом и 1С. Сильно вдаваться в подробности не буду, скажу лишь, что это такой многошаговый этап, в котором сначала, конечно же, как и в любом обмене, есть представление, авторизация. 1С говорит: здравствуйте, вот логин, пароль, можно пройти. Сайт отвечает, что да, допустим, можно, но учтите, что у меня тайм-аут такой, у меня есть возможность принимать zip, и в последний раз мы с вами обменивались буквально час назад. После этого 1С формирует файл, может быть это архив, может быть это сразу XML-файлы, передает их, Bittrex их сохраняет, а дальше начинается долгая веселая обработка этих XML-файликов, который может в любой момент рухнуть, если неправильно настроен сервер или 1С слишком торопит события. В ходе этого обмена Bittrex умеет создавать, обновлять, удалять разделы, сначала инфоблоки, потом разделы, потом элементы, и потом все ненужное умеет отключать, если оно больше не нужно. Соответственно, такая же процедура еще и для SKU. Сначала мы выбросили основной каталог. Кстати, интересный момент, надо его проговорить. Инфоблок с основными товарами, он, как правило, имеет разделы. Допустим, это вот тот самый классификатор, тот самый каталогизатор, который выводится в шапке сайта, какого-нибудь там CityLink, DNS. Бытовая техника, оргтехника, приставки, кухонная техника. Это разделы основного инфоблока. А вот у инфоблока SKU разделов вообще нет, потому что они им не нужны. Это большой инфоблок, который содержит цветоразмерные вариации. Зачем ему какие-то разделы создавать? Поэтому не удивляйтесь, когда увидите в каком-нибудь тестовом интернет-магазине, что в SKU там сплошняком 100 тысяч идет элементов, а в основном
каталоге там разделы, вложенные, пятиуровневые вложенности, допустим. Это нормально. SKU они и не нужны, эти разделы. Поэтому при импорте SKU нет шага с группами каталога, как они называются, или разделами инфоблока. Какие компоненты надо знать в лицо, если вы делаете интернет-магазин? А тут забавная ситуация. Вы, скорее всего, уже эти компоненты знаете. Во-первых, есть комплексный компонент каталог с поддержкой ЧПУ. Он очень похож на список новостей, но не Newslist, на News. Bittrex News и Bittrex каталог – это два самых главных ЧПУшных компонента, которые делают очень похожие вещи. Они выводят инфоблоки и разделы инфоблоков. Вся разница только в том, нужны ли вам цены и покупка. Если вам нужно покупать элементы, то ваш выбор – это каталоговые элементы. Каталог section, каталог элемент. А если вам нужно вывести список новостей, акций, чего-то, что не покупается, то ваш выбор Newslist. Если у вас стоит редакция не магазинная, то есть старт или стандарт, у вас эти компоненты будут. Просто в них будет не работать то, что касается цен, то, что касается добавления в корзинку. Комплексный компонент каталога, на всех компонентах есть ссылка на описание в документации официальной. Так вот, этот комплексный компонент включает в себя вот эти 4, ну и не только их, еще несколько. Но это самое важное. Во-первых, это структура разделов. Этот компонент работает на странице корневой каталога. Есть, как правило, два вида данных на странице каталога корневой. Либо вы видите там вообще все товары со всех разделов вперемешку, там будут мягкие игрушки лежать рядом с ножами и, не знаю, полотенцами. Без разделения по тому, где какой раздел. Просто там все товары интернет-магазина отсортированные по возрастанию цены. Второй вариант – это в корне каталога вы видите список разделов. И уже потом можете перейти по этим разделам. Вот за список разделов отвечает каталог Section List. Тут самое, что интересное, он называется каталог Section List, название видите? Там вообще ничего нет от модуля торговый каталог. Он выводит исключительно разделы, а разделы – это прерогатива инфоблоков. Когда вы превращаете инфоблок в торговый каталог, с разделами вообще ничего не происходит. Элементы превращаются в товары, а вот разделы как были, так и остаются разделами. Так что, вот такой парадокс. Вроде называется каталог Section List, а по уму его надо было бы назвать iBlock Section List. Второй простой компонент в этой семейке – это каталог Section. Это список элементов раздела. И вот это действительно это действительно компонент, использующий торговый каталог по максимуму. Именно это первый такой компонент из знакомых вам, в котором есть возможность вывести цену, настоящую цену. То есть, если у вас не магазинная редакция, вы просто у товара создаете свойства. Цена, остаток, и пишете определенную логику по проверке этих полей. А здесь проверяются именно поля каталога. Цена, остаток, доступность. Следующий компонент – это умный фильтр. Он связан с торговым каталогом. Там есть фильтр по ценам. И вы должны его вставлять рядышком с каталог Section, тогда они образуют замечательный тандем. Каталог Section выводит товары, каталог Smart Filter помогает вам эти товары найти. Причем когда-то был компонент просто фильтр, неумный. И, как понимаете, он не учитывал то, что на самом деле в каталоге сейчас творится. Допустим, если у вас есть свойство в инфоблоке цвет, и там кто-то добавил вариант золотисто-бирюзовый, но ни одного товара нет, этот глупый фильтр выводил бы такое свойство. Он руководствовался логикой. Ну, раз это есть в свойствах, значит, наверняка это имеет смысл. Умный фильтр, он на то и называется умный. Он анализирует контент в разделе и выдает только те свойства,
которые реально там есть. Также он не дает загнать себя в тупик. То есть если вы, вот как в нашем примере, хотите найти красную большую майку, как только вы в умном фильтре выбираете красный, Excel он отключает. А если вы все-таки там успеете нажать и схитритесь, он вас заранее предупредит, что, друг, таких элементов 0. Он будет число возвращать таких элементов. Хороший компонент, но прям очень тяжелый. Если много товаров и слабый сервер, он очень большую нагрузку будет создавать и очень медленно будет работать. Увы. Поэтому его нужно использовать с умом. И последний каталожный компонент – это детальная страница товара. На самом деле все то же самое, что и в каталог секшене. Смотрит на цены, смотрит на наличие, выводит, дает купить, ну и дает еще сконфигурировать SKU, если это вот товар с SKU. Так выглядит структура разделов, компонент каталог section list. Каждый квадратик здесь это раздел, это его название, картинка и по клику ссылка срабатывает, вы открываете конкретный раздел. В разделе вы видите подразделы, как раз каталог section list опять срабатывает здесь. Если подразделов нет, да и даже если есть, выводится, просто, опять же, в разных интернет-магазинах бывает так, что есть товары только в конечных узлах, а бывает, что в промежуточных. То есть не надо обязательно спускаться до конкретного раздела, чтобы увидеть товары. Можно зайти в какую-нибудь верхнеуровневую папку, там, верхняя одежда, и там уже будут футболки, куртки, рубашки. Вот, так выглядит список элементов раздела. Изображение товара, название, цена, ну, здесь даже еще и конфигуратор есть, и возможность добавить в корзину. Как выглядит умный фильтр, вы с ним уже работали в Академии Bittrex, и даже его, насколько я помню, дорабатывали успешно. И так выглядит элемент каталога детально. То есть, опять же, примерно те же самые блоки, но немного с другой точки зрения. В интернет-магазине часто встречается ошибка. Ну, товар нельзя купить. Вот прям у каждого, кто делал интернет-магазин, однажды такая ошибка с каждым магазином все-таки происходила. Когда приходил кто-то и говорил: эй, у меня тут товар купить нельзя. Почему это? Ну, вот практика показывает, что в 9 случаях из 10, если товар не выводится, то виноват товар, а не интернет-магазин, не в коде баг какой-то. Какие товары вообще можно купить в Bittrex? Можно купить товар, у которого не нулевая цена есть среди доступных текущему пользователю. Это первое. Должна быть нулевая цена. И второе, если, ну, разумеется, активен должен быть товар, активно должно быть SKU, активен должен быть раздел, в котором лежит товар, активен должен быть инфоблок. У инфоблоков тоже можно снимать активность. Дата активности до и после, от и до нужно проверить. И если включен количественный учет, надо проверить количественный учет, доступный остаток. Как правило, вот я тут считал на пальцах, получилось 8 параметров. Вот если эти 8 параметров вы проверили и все хорошо, только тогда надо говорить: ну ладно, возможно, проблема в коде, и идти туда ковыряться. Но, как правило, за эти 8 шагов, там, 9 из 10 не доходят до 9 шага, до проверки кода. Очень важно насчет цен. Да, в вернее в админке вы настраивали права доступа. Вы сказали, что оптовый только оптовикам, а обычные всем на свете. Но вот тут засада, очень важно. Вот тут действительно много ошибок бывает. Но опять же, это не ошибка в коде. У компонента, который выводит цену, если это у нас все большой каталог, то нужно смотреть на корневой комплексный компонент. А если же у нас какая-нибудь отдельная страничка с отдельным одним товаром или подборкой, нужно смотреть настройки этого простого компонента. Так вот, у каждого компонента с каталогом есть настройка, какие цены использовать. Казалось бы, вроде у нас есть настройка прав, но тем не менее каждый компонент еще и для себя решает, а права по каким
Компонентам, по каким типам цен вообще не буду проверять. Если вы не скажете, что надо использовать розничную цену, он кому бы не было разрешено по розничной цене покупать, ее никогда не выведет. Вот такая вот засада. Выглядит эта настройка зловредная вот так, называется тип цены. И тут доступен множественный выбор. Не забывайте, при создании нового типа цен нужно пойти во все места, где в каталоге выводятся цены, и отметить этот тип цены. Только после этого у вас эта цена начнет выводиться. И на много-много-много шагов назад основную часть лекции мы закончили. Я скажу пару слов о том, что сегодня мы не затронули, о том, что будет в следующий раз, и про лабораторные пару слов. Значит, что осталось из модуля торгового каталога? Не знаю, будем ли мы касаться их в следующий раз или ограничимся вот сейчас пятиминутным рассказом. Давайте по ходу разберемся. Значит, я говорил про простые цены, цена за одну штуку при любом количестве штук, а есть расширенные цены. Выглядят они так же, как и я их сейчас описываю. Если вы хотите, чтобы товар был дешевле по мере покупки новых и новых вещей, агитировать покупателя, покупать больше, то вы включаете расширенное управление ценами. Это не какая-то глобальная настройка, она в каждом товаре, насколько я помню, по умолчанию есть. И начинаете задавать пороги и цены для каждого типа цен. Да-да, то есть если у вас 5 типов цен, и вы хотите сделать расширенное управление, то вам для каждого из 5 видов придется вот эти пороговые значения от какого количества вносить. Это создает определенную сложность на этапе работы с API. Пока у вас простые цены, вам хватает, вы можете лазить в базу данных напрямую, но вообще это совершенно никогда не приветствуется. По крайней мере, вам будет понятно, как работает это все. В базе так и будет написано. Там, для такого-то товара такая-то цена. Как только вы начнете вот эти пороговые значения, расширенное управление ценами, то там даже в базе данных будет небольшой беспорядочек у вас. Там еще появится, собственно, вот это пороговое значение. В общем, расширенные цены в Витриксе есть, ими можно пользоваться. Очень хорошо даже, что они есть. Вот у нас в практике был случай, нам приходилось делать накопительную программу. Пока чем больше товар покупал пользователь за все время жизни, тем больше у него скидка. Вот это было довольно давно, и пришлось начать это все делать самим. Ну, как это делали? Хотели, по крайней мере, сделать так. Мы создаем на сайте 3-5 групп пользователей, называем их покупатели, купившие больше, чем на 10 тысяч рублей, 20, 30, 40. И при оформлении заказа, вернее, после оплаты заказа, завершения его даже, перемещать его между этими группами, на каждую группу свою цену добавлять. Или свою скидку давать. Не помню такой подробности. А Bittrex взял и разработал. Это вот буквально в тот же день, когда начинали работать. Так что, несмотря на то, что Bittrex вроде такой страшный, большой, с кучей настроек, там все равно мало настроек, и все равно они появляются. Поэтому надо всегда следить за новостями. Может быть, то, что вам очень нужно для вашего проекта, какая-нибудь экстра задумка, она, может быть, уже появляется. Вот-вот появится на днях. Всегда нужно включить режим бета-версии в Bittrex, если кто не знал, и получить все непротестированные обновления. Это палка о двух концах, сами понимаете. В Bittrex это и в обычном бывают баги, а уж в бета-версии, конечно, там будут какие-то недоработки. Может быть, вы скачаете бета-версию, что-то поделаете, а потом скачаете нормальное обновление и потеряете весь ваш прогресс. Тоже такое может быть, тоже надо знать. Еще одна сущность, которую мы сегодня не коснулись, это склады. Склады нужны для двух целей. Во-первых, это они могут служить пунктами самовывоза при оформлении заказа. Обычный такой классический пункт самовывоза. Вы выбираете заказ, говорите, я заберу, не надо привозить его домой, не надо присылать его на почту, доставьте лучше вот, и выбираете один из предложенных интернет-магазином адресов. Вот как раз склады могут быть вот этими
точками самовывоза. И второе, склады используются для складского учета количества. Это как раз тот случай, о котором я говорил. У вас 5 книг на одном складе, 5 на другом. И в таком случае, если включен складской учет и эти склады выгружены, Bittrex сам посчитает, что их 10. При этом он не будет их уменьшать, потому что то, сколько количества на каком складе есть, и то, там, в какой пункт самовывоза заказан товар, это разные вещи. Обычно это делается так. После того, как заказ оформляется, все уходит в учетную систему. Из учетной системы работают уже логисты, которые говорят, вот с этого склада возьми одну книгу, вот с этого 4. Данные обновляются в 1С, и 1С отгружает обновившиеся данные в Bittrex. И говорит, а теперь на этом складе не 5, а 4, а на этом не 5, а 1. Наценки – это довольно редко используемая вещь, но вот так на самом деле часто бывает. Какая-то фишка редко используется, но если о ней не знать, то в какой-то момент это может очень больно ударить. Поэтому лучше знать, что есть наценки. Наценка – это что такое? Это способ для того, кто наполняет сайт, очень быстро делать повышение цен. Мы берем, допустим, оптовую цену, или так, мы взяли нашу цену, которая есть в 1С, по которой мы продаем товар или по которой покупаем товар, и говорим, на сайте выводи эту же плюс 5%. Вот это как раз наценка плюс 5%. Самый простой способ повысить всем цены разово. Мы не говорим здесь, в этом списке вообще нет скидок, есть только наценки, потому что, как ни странно, наценки и скидки это в Bittrex не две стороны одной медали, это вообще разные механизмы. Наценки – это механизм торгового каталога, скидки – это механизм модуля интернет-магазин. И мы не коснулись темы наборов и комплектов, это еще два вида товаров. Наборы – это несколько товаров, связанных с серией, модельной линией, идеологией какой-то. Даже не знаю. Ну вот как раз в документации Bittrex пример. Объектив к зеркальному фотоаппарату и вот эта тушка, фотоаппарат без объектива, они вдвоем составляют набор. То есть к этому обычно покупают объектив. А если покупают объектив, то часто в корзине фигурирует еще и тушка сама. Это набор. Их можно купить по отдельности, но часто они составляют какую-то композицию единую. Или в мебельных магазинах. Кресло и журнальный столик тоже набор. А есть понятие комплекты. Комплекты – это неразрывно связанные друг с другом товары. Их нельзя по отдельности купить. Вообще комплекты редко встречаются. Обычно, если это набор из нескольких вещей, то его выгружают как один товар с названием набор из 3 вещей. А может быть, вы собираете эти комплекты сами. Или один товар может участвовать в разных комплектах. Вот эта ситуация, не знаю, насколько в Bittrex хорошо поддерживается. В общем, ключевое отличие. Наборы и комплекты отличаются от всех остальных тем, что это набор, и что это несколько товаров. А друг от друга они отличаются тем, что в наборе товары можно покупать отдельно, и можно покупать по одному, а в комплекте нет. Только вот сразу все. В следующий раз мы коснемся однозначно мы вообще коснемся интернет-магазина. Тоже большая тема, здесь есть корзины, заказы, компоненты тоже интересные и разные. Постараемся обо всем этом поговорить и посмотрим. Все-таки сейчас я думаю, что, наверное, будет 3 лекции. Вот сейчас одна большая про торговый каталог, одна большая про интернет-магазин и что-то вроде практикума, семинара, показательного сбора интернет-магазина. Будем препарировать какое-нибудь тиражное решение Bittrex и смотреть, что как где работает. Может быть, у вас появятся какие-то вопросы, и мы посвятим этому отдельное занятие. В принципе, все по материалам лекции. Я обещал пару слов про лабораторные. Лабораторные все проверил. Я сказал пару слов. Лабораторные все проверил, присылайте ваши новые лабораторные. Напоминаю, что у нас сейчас идет 6-я, но я вас тут наконец-то обрадую.
Это последняя лабораторная работа по Академии Битрикса. Все, доделаете эту и условно можете этот сайт забыть. academia.1sbitrix.ru. Следующие лабораторные работы, собственно, до конца семестра, чем будем заниматься. Тут, на самом деле, до конца семестра не так уж долго осталось. Каким бы странным этот семестр ни был, он скоро заканчивается. 7-я, 8-я лабораторная, 9-я, если у нас 9-я есть, это будет сборка вашего персонального проекта на Битриксе. Все подробности в следующей лекции, а пока, то есть через неделю, настраивайтесь на то, чтобы теперь Битрикс это не то, что вы изучаете, это не ваша цель. Теперь Битрикс будет для вас средством собрать какой-то свой проект. Сегодня у нас такое 29 апреля. Следующее занятие будет, следующая лекция будет в следующую среду. По-моему, это вроде как рабочий день, 6 мая. Ну, значит, 6 мая я к вам вернусь с новой лекцией и с большим заданием на оставшиеся лабораторные работы. На сегодня все. Всем спасибо. Если проблемы с Академией есть, пишите, звоните. Мой email всегда во всех презентациях есть. И некоторые уже очень хорошо, очень активно научились пользоваться этим инструментом, как написать мне письмо, но некоторые, к сожалению, нет. Ладно, было лабораторные работы делали, и все было хорошо, у матросов нет вопросов, но ни вопросов, ни лабораторной нет. В общем, все. Всем пока, увидимся через неделю.